Друзья, с 27 по 30 апреля мы работаем в Багдарне. Приглашаю вас присоединиться к группе, еще есть места. Вы можете приехать хотя бы на один день, выбирайте. Мы будем работать 2,5 дня. На сайте информация есть. Еще я собираю группу в Прованс. Это со 2 по 7 июля. Мы будем работать в 3 точках. Это долина Валенсоль. С бескрайними лавандовыми полями мы будем жить в отеле «Ла Бланш», где очень добрые, радушные хозяева, и они очень-очень вкусно готовят. Потом мы поедем в городок Кукурон, где снимался фильм «Хороший год». Наверняка вы его смотрели, если нет, обязательно посмотрите. Про вино, про любовь. Там чудесное озеро с ресторанчиками. В прошлый год после класса мы с Еленой Ушаковой исследовали это место и поработали там. С тем, чтобы найти точки самые красивые. И потом мы будем еще писать гору Сан-Виктуар, которую так любил Сезанн. Василий Дубковский пишет: у меня вопросы практического характера, я очень хочу попасть на такой класс, но могу это только в Европе. Скажите, что для этого нужно? Все материалы, которые вы пишете, с собой привозите. Есть ли лимит группы, сколько это будет стоить? На сайте все это изложено. Лимит группы, 15-20 человек можно. У меня в Америке было 25 человек, все были очень довольны. А в Новосибирске проводил класс, там было 50 человек. Класс в Провансе будет со 2 по 7 июля, можно взять любое количество дней. На осень, на сентябрь планируется класс с 26 по 30 сентября на озере Гарда. Я заранее предупреждаю, потому что на сайте еще я не вывесил информацию. И класс будет в Ереване. Новый маршрут, 5 рабочих дней, заезд 11 октября, отъезд 17 октября. Можете уже заранее пометить себе в календаре, и буду рад, если вы примете решение поехать со мной в Армению. Елена Пухарева: можете объяснить, как определяется точка схода? Вы часто показываете ее в роликах, но как она определяется? Не могу понять. В книжках почему-то линия горизонта – это линия пересечения плоскости горизонта с плоскостью картины. Но есть 28-й урок, Лена, и те, кто не смотрел, он такой 2-часовой, серьезный, с карандашом и бумагой. Пройдите там все возможные варианты поиска точек схода, несколько точек схода, выше или ниже линии горизонта. Это все нужно просто проработать один раз. 28-й урок у меня в школе. Ну а точка схода может быть выше линии горизонта, если дорога идет вверх, естественно. Ниже линии горизонта, если дорога идет вниз. Вот и все. Если дорога поворачивает влево, значит влево, вправо, значит она вправо, выше, ниже линии горизонта. Но все в этом уроке есть. Посмотрите его. Александр Липовский: писать в пасмурную погоду не следует. Так будет невыразительная серая масса. И не более. В абсолютно любом месте пейзаж, большими буквами написано, с солнечным светом, будет однозначно в разы эффектнее. Ну хорошо, если всегда солнце, да. И пейзажи могут быть похожи друг на друга, если солнечно в каждой работе. Захочется в какой-то момент и дождичек, или туман, или такое спокойное, несолнечное состояние увидеть у автора. Вот в чем дело. Поэтому я считаю, что следует писать и пасмурную погоду, и непасмурную, любую погоду. И утром, и вечером, и ночью, и вечером. Художник-пейзажист передает не только эффект, и не к этому стремится, чтобы ударить эффектом по унылому впечатлению реалистического глаза, а передать состояние природы, запечатлеть свое отношение к этому. И когда вы мыслите масштабно, не только солнечными эффектными пейзажами, а еще и целой выставкой, я не знаю, 100 работами, 400 работами, вы мыслите, да, как они будут друг друга поднимать, опускать, как по волнам вы будете плыть, смотрите на
на работы художника, и они все разные. Вот это совершенно удивительно. Как одна дама в каком-то фильме сказала, ну нельзя же заниматься сексом каждый день. Ну, какие-то перерывы должны быть. Или шампанское. Нельзя пить шампанское. Иногда хочется и водки накатить. Ну, чтобы была какая-то разница в состояниях природы, которую вы передаете, ну, сочиняете. Ну, любите вы, например, гречку. Ну, нельзя же ее... Попробуйте, кстати. Утром, в обед и вечером, каждый день в течение, я не знаю, года гречку. И больше ничего. Ну, конечно, захочется потом хотя бы перейти на пшенку, например. Тоже поднадоест, даже если она очень желтая и солнечная. Нок Нео еще раз убедился, что в масле нельзя писать светлое и темное. Вот так. В масле напишешь только теплое, холодное. Комментарий получился ядовитый? Нет. Конечно, но лучше горькая правда. Сори. Да не делайте сори. Очень хорошо, когда вы все разделяете на теплое и холодное. Но как же тут, если без темного и светлого-то? То есть это тон, основа. Я считаю, что тон, основа, теплохолодность в помощь. Но можно, конечно, пренебречь, да, вообще тоном, совсем. Просто не обращать внимания. Но рано или поздно вы столкнетесь с некой проблемой невыразительности, что ли, неубедительности. Когда следить только за теплохолодностью недостаточно, я считаю. Нужно еще следить за насыщенностью цвета, ну и за тоном, за светлотой. Мазафак. Простите за глупый вопрос. Дилетанты. Фактура краски имеет значение или никакого? И можно, и нужно небо написать под фактуру камня, а крону деревьев, траву, камни, гладко даже на переднем и среднем плане. Да можно все что угодно делать. Можно даже на переднем плане вообще условно все написать, то, что вы перечисляете. Потому что вы как бы ведете зрителя через эту условность к чему-то главному, которое дальше, на втором плане. Вы это второй план. Вы выдрючиваете со всеми возможными способами, фактурами. А третий план, бэкграунд, опять делайте условно. Ну, как бы мало информации, не дописывайте. И будет тогда вообще пространство такое, как в этом самом фотоаппарате, длиннофокусники, когда вот резкость наведена на второй план, главный, например, на глаза. А то, что вблизи компьютера, не резко, и то, что сзади, тоже не резко. И у вас создается очень жесткое впечатление. Ну, вы притягиваете вот этим главным планом, ну, зрительское внимание. Юзер Дындын. Ваша манера, Вячеслав, в живописи настолько завораживает. Хорошие тут слова прям даже. Ну, я прочту, что с некоторых пор я больше вообще не могу смотреть на унылый реализм современных художников. Ваши картины, импрессии, как порыв ветра, который налетает внезапно, развивает волосы. Но тут этого нет. Неся с собой новые запахи. Может, у вас окно открыто, что-нибудь с улицы там доносит. Новые краски, свежие чувства. Образы вроде знакомой, но заново открываемой жизни. Спасибо огромное за комментарий. Мне очень нравится ваш слог. Вообще эта картина, живопись, она подобна увлечению литератора словом. Как Бродский об этом писал, что для него слова имеют огромное значение. Вот просто, как он говорит, я ни о чем пишу. Вот просто ради слов. Как из них сочиняется музыка, так и живопись. Она ценна самой собой, тем, что оно несет. Но вот порыв ветра, внезапно налетают запахи, звуки. Вот в живописи это очень близко с музыкой и с поэзией. Ну, для чего там композитор сочиняет? Ну, не для того, чтобы угодить публике. Там. Не, ну, есть такие, конечно, на заработках там. А есть и те, которые просто садятся утром к роялю, не могут не играть.
И только за ночь оттаскивают их, я не знаю, веревками. Или запахами, опять же. На-на-на-на-на-на-на, сразу кушать захочется через какое-то время. Глядишь, крышка рояля и захлопнулась уже на ключ. Заботливыми близкими. Спасибо большое. Я сам как-то унылый реализм засыпаю под него. Конечно, хочется выразить какой-то взрыв, показать не взрыв, а ну, вот, свое ощущение от того, что я вижу, на что смотрю. В этом смысле художник всегда найдет, что написать. Куда бы он ни смотрел, он смотрит, кадрируя мир. И сразу сочиняет картину. Всегда, это уверяю вас. Если вы разговариваете с художником, вы что-нибудь рассказываете, а у него взгляд такой, он все время, блин, он все время пишет картину, как классно, какой цвет вообще. Ну, я так смотрю. Это не значит, что я не слушаю, но я еще помимо слушания просто восторгаюсь, как это все закомпоновал бы, как вот чуть-чуть вот справа, слева, как освещено. В общем, ну, восторг. Аня Шестерякова, организатор класса в Швейцарии, сообщила, что на выставке, в которой я тоже принимала участие за 4 дня, да, 4 дня она, по-моему, проводилась, продано 6 работ у моих студентов, и поздравляю всех, кто участвовал, привез работы, развесился. Но это событие для художника. Для некоторых было это первый раз. И вообще и продажи случились в небольшом городе. Это совершенно замечательно. Я писал на классе картины уже вообще в новом формате. Мастер-классы провожу. Я привожу холсты на подрамники, прям в чемодан. Все, что помещается. Аня Шестерякова дала мне 50 на 102 холста. Я их написал. Я один в конце ролика покажу. Они вот как раз на выставке там были представлены. После этого ролика предлагаю посмотреть еще одно кино. Называется «Ощущение в картине». Как раз на злобу дня. Ну, пока.